если брать, сравнить удар с дальней дистанции, ну, Снизу. вообще удары существует их миллион, все удары возможны. Нету такого, что вот это правильно, неправильно. Есть такое эффективно, неэффективно. Вот мое понимание, как бы, да. То есть по факту получается, что любое ударное движение имеет место быть. Прокатило, не прокатило, как бы, да. Сломал руку, либо поломал противника там, либо тебя унесли. Сложное действие, безусловно, даже может быть еще и такое опасное, как бы, если его делать. Но почему оно не имеет места быть? Ну, потому что его сложно исполнять. Почему самый сложный удар правый прямой? Да? С дальней дистанции. То же самое можно сказать про удар сбоку, дальней дистанции. Мало кто бьет сложный удар. Его видно издалека подобрать дистанцию. Но и более страшное действие, которое будет, Синее небо будет? сделаем. Да. Но и более сложное действие, оно сложно только в том плане, что страшно для самого бьющего. Это так называемый удар с дальней дистанции, но при этом снизу. Бьется либо в сердце такой, либо пробивается, можно там в подбородок пробить. Естественно, что в таком положении, на такой дистанции, кулак этой косточкой ты никак не поставишь, не сможешь поддержать. Поэтому кулак ставится, как бы, стоящий кулак. То есть в самый дальний момент у тебя кулак бьется опять косточкой, как на длинно-боковом ударе, как на длинно-боковом. Максимально длинный удар, почти прямая рука, но сбоку. Так и здесь. Ты пробиваешь именно вот косточкой. Вот. Фишка в чем еще заключается? Что здесь очень опасно, чтобы не было скрыть движение действия вперед. Поэтому если на ударе прямом с дальней дистанции там идет подшаг, но идет подшаг через движение вверх и удар вращения, то есть ты первично вверх себя делаешь. Можно шаговое движение, вверх и удар под ногу. Либо в челноке ты прыгаешь, и все равно у тебя вращение, все равно движение вверх. То здесь обратный момент. Ты делаешь движение вниз. Я именно что делаю? Я сажусь, и на выходе, на вставании у меня именно вращение происходит. То есть обратный элемент. Я сажусь, я в момент подсадки, у меня как раз, я подсаживаюсь на заднюю ногу, чуть-чуть на заднюю ногу, поэтому для противника это не видно. Я сажусь, у меня голова остается на месте, а передняя нога на носке выходит. И вот на этом вставательном движении у меня происходит вращение с выходом моей ноги, моего кулака вперед. Фактически такой удар и бьется за счет вот этого вкручивания, не вот этого плеча сверху вниз, а обратного вкручивания плеча. Мой кулак проходит четко противнику между рук, разворот плечевой, разворот бедра максимальный. Можно покороче делать, но все равно первичное действие идет не вверх, а первичное действие идет вниз и вверх. Можно даже с небольшим замахом, с таким, вот, с подседом сделать, замах сделать. И вращение. Уже более длинное движение. Вот этот максимальный разворот. Поэтому оно действие такое, скажем так, сложное, опасное. Вот просто тренирую его движение вверх. Просто я даже без шага, без движения ноги. Сел, встал с вращением. Сел, встал в корпус. Сел, встал в голову. Даже делая его на месте. Более сложно, это, конечно, уже с выходом ноги. Но выход ноги чем можно нивелировать, точнее, не нивелировать, а скрыть свой дальний удар? Естественно, есть одно простое правило. Если ты достал передней рукой, то дальний, в данном случае правой рукой, ты в любом случае, даже без подшага, достанешь. Никто за время между двумя кулаками не сможет от тебя уйти. И при этом можно эту двоечку также иметь в виду. Левый прямой, то есть опять носок ноги. Не встать надо, ну это как вариант, мы сейчас разбираем с дальней дистанции. Не вход в среднюю дистанцию на полную стопу, а именно с дальней дистанции. Вы достаете противника переднюю ручку, носочком ноги. И вот здесь как раз пошло движение. Не вверх движение, а с подсвитником туда вниз. И вращение корпуса. То есть вы всем корпусом входите. Сейчас, что это страшно. Получается, всем корпусом за счет вращения именно обратный алгоритм. Не вверх и туда, а вниз и туда, как бы обратно. На вставании пробиваю ударное действие. Встаю и бью. Вниз и встать. Раз, два. Вот этот момент у вас и есть замах. Просто удар у вас идет снизу, по другому алгоритму, по другой траектории. На месте сел, встал просто. Сел, встал без вращения, разворачиваю спину.
Сел, встал с разворот пятки. Сел, встал с выходом ноги. Но вращение, вот этот момент с кулаком. Естественно, что здесь тоже плечо выходит, закрывает вам подбородок. Тоже вот этот разворот плечевой, главное, чтобы вас вот тут не порвал. Сохраняя вот эту группировку.